Представители знака зодиака Овен, Овны мои дорогие, здравствуйте! Таро прогноз, гороскоп, неделя с 14 по 20 августа. Давайте узнаем, что думают карты на неделю для вашего знака зодиака. Будем реалистами. Но если допустить альтернативные варианты развития событий, подключить интуицию, все равно же какой-то мы инсайт с вами получим. Или проведем приятно вместе время. Вот давайте узнаем. Первый вопрос у нас будет, что важно знать. Традиционно мы смотрим. Или что, может быть, какое событие будет наиболее важным, актуальным на неделе. Чего не избежать или неожиданности какие у нас могут быть. Чему сейчас не время или что нам может помешать. А что нам будет помогать. Достанем карту «Что от меня скрыто?». На что, может быть, обратить внимание или от внимания этого самого может ускользнуть. И мы достанем 3 карты по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, финансы и личная жизнь. Итак, что важно знать? Праздник. Ну, значит, как минимум какое-то, хоть одно дело, а может быть и 3 дела, вы останетесь довольны, что-то вы решите. Значит, будет повод для того, чтобы порадоваться за самого себя или саму себя. У кого-то это может совпасть просто с какими-то датами, безусловно. Но вот вариантов множество, но уже карта говорит о том, что неделей как будто мы останемся довольными. Наверняка больше положительного и, может быть, то, что прежде у нас не получалось решить, тут как раз удастся. Или какая-то новость, весть придет, или документ нам какой-то подпишут, или предложат что-то. Ну, определенно у каждого своя какая-то история жизненная, но радость у нас как будто праздник есть. Чего не избежать? Ну, правда. Все очень даже в тему. Вот вам праздник, а вот вам и победа. Победа в решении какого-то либо вопроса, либо что-то, опять же, у вас получается осуществить. И у каждого, понятно, свои планы, но здесь нам карта говорит, победа это мало, как будто 50%. Карта сразу советует удерживать заданные позиции, мы не можем расслабиться. Победитель знает цену победы, и он понимает, что вот та толпа, которая изображена на карте, ему рукоплещет, приветствует его, она очень переменчива. Сегодня она рукоплещет одному, завтра другому. И он понимает, что ему потребуются еще усилия для того, чтобы все это сохранить. И второй момент – это то, что обстоятельства будут все время меняться. Вот это те внешние события, которые мы поменять не можем, воздействовать тоже не всегда, а вот подстроиться как будто под них, ну или с учетом той обстановки, которая сложится, как-то корректируя свой план, сохраняем опять же то, что у нас есть, вот это вполне осуществимо. Но сама по себе действительно неделя для вас такая продуктивная. Чему сейчас не время или что нам может помешать? Да ничего нам не может помешать. 10 кубков, радость. Ну, разве что мы, знаете, чересчур чем-то вдохновимся или, может быть, будем слишком восторжены. Но, конечно, нет. Нет просто как таковых, мои дорогие овны, помех на эту неделю. И это само по себе благо, потому что еще раз нам карта подтверждает какой-то праздник. Правда, какая-то удачная неделя. У кого-то чаще по 10 кубков это правда может быть то, что в кругу семьи или в кругу ваших близких, какая-то дата, может быть, или то, что касается, опять же, семьи, это будет решение какого-то вопроса. Иногда по 10 кубков это вопросы, связанные с недвижимостью, значит, мы тут что-то организуем. Или, может быть, связанные с детьми, с родственниками. Все же у нас семья изображена. Но, хотя не всегда это только семья, 10 кубков. Во-первых, 10 это уже итог, и нам дополняет всех этих значений карта. То есть мы получаем какой-то результат. Но и с другой стороны, это радость жизни, это счастье, это когда вот у нас все в балансе. И тут могут проходить решения материальных вопросов, как решение, допустим,
ну, что-то с детьми, допустим, даже взрослыми детьми, или с кем-то из родственников, которые тоже не далекие, а близкие. То, что вас вдохновляет, придает уверенности, то, что где-то окрыляет у вас. Посмотрите, 3 карты такие выпадают, когда тут действительно очень продуктивная неделя. Любой вопрос, какой ни возьми, именно будет словно в балансе между тем, что я хотела осуществить, и что мне удалось. И надо сказать еще такой момент, что, знаете, у кого-то это может быть как предложение руки и сердца. Кто знает, победа, может быть, удалось завоевать сердце человека. Ну, правда, или вы встречались, например, а здесь вы будете или решите со своим партнером уже перевести ваши отношения на какой-то другой уровень, как будто поменять статус у кого-то тоже может так проиграться. Хотя напрямую карты нам об этом не говорят, но с учетом вот всех 3 карт, то я такое могу допустить. И тогда кто-то будет планировать свадьбу. И так бывает. Что нам будет помогать? Знаете, сама по себе. Игра какая-то жизни в хорошем смысле нас завораживает. Хорошее настроение нам будет в помощь, это точно. Видимо, какое-то произойдет приятное, может быть, и знаменательное событие, которое для вас откроет новые перспективы, придаст, знаете, окрыленности какой-то душевной и уверенности в том, что я сейчас могу осуществить практически все. Вот эта самая уверенность по шуту, она как раз проходит, но карта нам говорит, что нам будет также помогать, что если мы будем осмотрительны, то 2 раза в плюс нам это проиграется, потому что шут все же идет, под ноги не смотрит. А мы такого себе позволить не можем. И по карте победителя нам ведь тоже говорят: контролируй ситуацию, что вообще вокруг тебя, какие обстоятельства, какие события. Может быть, прислушиваться, что люди говорят, как-то анализировать. Не значит откликаться, но, безусловно, радость, наполненность жизнью. Когда мы, знаете, словно видим или чувствуем, что перед нами Вселенная словно двери открывает. Ведь это старший аркан. И значит, у каждого из вас какое-то свое событие произойдет. Но я могу предположить, поскольку это все же старший аркан, что нам помогает, вам Вселенная будет словно помогать. Вот или решить какой-то вопрос, или в чем-то упорядочить, может быть, свою жизнь, если вы, правда, прежде уже каким-то делом были заняты, значит, тоже результат вы получите. А у кого-то это будет через личную жизнь. Ну, значит, так звезды сойдутся, мои дорогие овны, или обстоятельства, словно, знаете, как все дороги сойдутся в одной точке для того, чтобы вы с чем-то определились, порадовались, что-то у вас получилось. Что от меня скрыто? Знаете, тут может быть скрыто вот что. Основная мысль этой карты: держись сторонним наблюдателем от тех дел, в которые тебя пытаются вовлечь. Или, может быть, у вас такой ресурсный период сейчас, или неделя, или вы как-то вдохновлены, глаза у вас горят, люди могут подумать, что «О, как ему неплохо так, дай-ка я его приобщу к какому-нибудь делу, пусть он мне там поможет решить какой-нибудь вопрос». Запросто такое может быть, потому что по 5 жезлов это, я называю эту карту информационный хаос. Но и не только информационный. Это ведь могут быть люди, которые приходят на наш порог, в нашу жизнь. Это по работе может быть, потому что жезлы как раз, когда пытаются так где-то нас надавить или в чем-то нас убедить, например, такое тоже может быть, что вот нужно действовать определенным образом. Или он, допустим, человек, персонаж какой-то, не может это осуществить, а вот у вас так это точно получится. И такой вариант развития событий может быть. А карта нам говорит: нет, держись сторонним наблюдателем. И подмечай, вот как я сказала, что говорят люди, что они делают. Вот разницу вот эту. И если мы говорим, что говорят люди, почему важно, ну, так прислушиваться. Иногда по 5 жезлов мы можем узнать какую-то тайну случайно.
Хотя, в принципе, мы говорим, что скрыто, точнее спрашиваем, что скрыто. Может быть, вот эта неделя достаточно такая хаотичная. Утром пришла одна информация, в обед какая-то другая, вечером пришла третья и совершенно противоположная. Но вот такие американские горки, если можно так назвать, информационные, они как будто будут. Так мы даже при всем желании, если начнем, ну, где-то сами себя дергать в разные стороны, в итоге наша какая-то заслуженная победа или наше какое-то очень важное дело, мы попросту не успеем уделить этому внимания. Вот, может быть, поэтому нам и говорят, не включайся в те дела и вопросы, которые больше нужны кому-то. Вот где-то то, что скрыто, мы сами можем где-то это не заметить. Или, воодушевившись хорошим настроением, из альтруистического желания кому-то помочь, можем включиться в тот вопрос, который лично для нас не имеет никакого значения. У вас немножко все же карты фокусируются на чем-то своем. И по карте, надо сказать, шута, мы все-таки должны быть осмотрительны. А тут с пятеркой жезлов любые варианты развития событий. Только стоит куда-то, встрять как будто, да, и дело может принять любой оборот. Поэтому будьте внимательны. Дела, работа, бизнес. Ну, видимо, да, где-то вас будут пытаться, может быть, привлечь по работе, сверх поработать. Или ты умеешь сделать какое-то дело, отчет, или решить вопрос лучше всех. Ну, пожалуйста, помоги. А нам Паж Мечей говорит, что, как-то нет, мы тут на своей волне, надо холодно, рационально подойти, как и к планированию, может быть, своего времени рабочего, вообще к рабочему процессу. У вас победа уже есть какая-то, ее надо удерживать не тем путем, что мы бросаемся всем помогать, или, может быть, вы и правда такой эксперт, профессионал, который, может один за 10 работать. Вполне вероятно. Вот это очень так, по-вашему будем говорить. А карта нас нет, она все-таки разворачивает, к самому себе, потому что по пажу мечей у нас проходит истина, правда? Тут как будто самое лучшее, это если, к примеру, нам нужно разузнать какую-то информацию, но не то, что вот в принципе, словно в воздухе, витает словно слухи, а вот когда мы так скрупулезно, может быть, ищем какие-то документы или какие-то документальные подтверждения, вот в значении истина очень хорошо как раз по пажу мечей. И как знать, может быть, правда, будет подано что-то одним образом, а по факту истина, она будет далека от того содержания, то, что вам озвучит. Поэтому все это же рационализм, где-то хладнокровие, и никаких эмоций. Эмоции у вас есть, но они в другой плоскости. Что у нас по финансам? Ну, что добавить? Карта сила, мои дорогие. Эмоций, видимо, может быть много, потому что по карте сила, вот те самые эмоции или собственное эго нам нужно держать на коротком поводке. Буквально девушка на цепочке держит льва, а лев это как раз прообраз нашего характера или эго, назовите так. Видимо, либо ситуация будет, либо обстановка, когда захочется, как-то ответить, либо резко, либо какой-то разговор быстро прекратить. Может быть, по вашему мнению, и, скорее всего, вы правы, не имеет смысла что-то продолжать. Она могут настаивать, кстати, вот. То есть, знаете, будьте хладнокровны в отношении вообще людей. Особенно тех людей, с кем вы по работе или по решению каких-то вопросов документальных, не родственные, а хотя у кого-то, может быть, и родственные далекие связи. Все зависит от дела, которое будет у вас на повестке дня. Но, тем не менее, в делах вот точно какой-то рационализм, хладнокровие, чтобы мы как будто и не проговорились раньше времени. И о себе-то много не рассказывали, потому что по карте сила, энергия серого кардинала нам снова говорят про то, что так лучше полшага назад. И у нас очень ресурсное время. Но наши ресурсы мы должны
тратить именно в своем каком-то направлении. И раз эта карта выпадает, значит, с финансами уже какое-то благополучие, но от вас это потребует правильного распределения. А здесь, кстати, по пятерке жезлов может проиграться и такой вариант, что не говорит, конечно, карта напрямую, что могут одолжать деньги, но как-то вот так вот провзаимодействовать с вашими финансами, как будто желающие могут быть. Поэтому принимайте хладнокровное решение. В личной жизни, ну, видимо, все вместе нам про личную жизнь сказали. Тут есть определенно какая-то радость. Сама по себе неделя такая напряженная будет физически даже. Десятка жезлов, вы что-то завершаете. У кого-то это может быть просто завершение проекта. Или, знаете, я словно двигаюсь вот в нескольких направлениях, когда и один вопрос надо закрыть, и второе дело какое-то уладить. Нам, я так думаю, просто карта хочет сказать, уделите внимание режиму труда и отдыха, чтобы, ну, где-то не было эмоционального и физиологического пролапса в том плане, что уставшие люди делают ошибки. И если мы чересчур уставшие, у нас концентрация внимания, она неизбежно падает. А вам тут нужно и наблюдать, и слушать, и какие-то свои позиции удерживать. И при этом, при всем, мои дорогие овны, радоваться жизни. Посмотрите, десятка кубков, карта сила. Ну и началось у нас уже с праздника, с тройки кубков. Продуктивная неделя, правда. Но скучать-то тоже будет некогда. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.